Здравствуйте, друзья! Российская журналистка Катерина Гордеева сняла большой документальный фильм об украинцах, переживших боевые действия. Фильм практически целиком состоит из интервью с беженцами, которые сейчас находятся как в Европе, так и в России. Фильм очень большой, он длится более 3,5 часов. Ссылку на этот фильм я оставлю в описании к этому ролику. В фильме можно увидеть интервью с жителями Киевской области, в том числе Бучи, жителями Харькова, жителями Донбасса, но наиболее показательное интервью с жительницей Мариуполя, у которой российская армия при штурме города убила мужа и разрушила ее дом. И что-то мне подсказывает, что такое интервью никогда не покажут на российских государственных телеканалах. Это был танк кадыровский, который стоял между, получается, дуло между домами, вот так вот мы видели его, потому что Тайсона выводила на улицу, стреляют, не стреляют, нам на улицу идти надо. И вот это был танк. Мы вышли, и все. Летит снаряд как раз в то место, где наша квартира. Побежала искать мужа с собачкой со второй, а там уже все горит. В общем, оно там все выгорело, я его и не нашла. Как мы видим, это обычная жительница Мариуполя, которая говорит на русском языке. Путин утверждает, что именно таких людей он якобы на Донбассе защищает и освобождает. Но, как мы видим, что-то мариупольцы совсем не рады такому освобождению. Как можно относиться к спецоперации, когда твой дом сожгли и муж твой погиб? Как нужно к этой спецоперации относиться? Ну что за глупый вопрос? Да, я рада, да, спасибо, освободители. От чего вы меня, я стесняюсь спросить, освободили? От мужа, от семьи, от жилья, от всего. Вот я сейчас свободный человек, пипец, да, просто. Вот вам голос реальной жительницы Мариуполя, которая, кстати говоря, дала интервью российской журналистке. То есть это не украинская пропаганда, это не сюжет украинского телеканала, это российский YouTube-канал. И, как мы видим, ничего общего с тем безумием, которое несут сейчас официальные российские власти, здесь нет и близко. Жителям Мариуполя никакая война была не нужна. Они прямым текстом говорят, что они хотели жить в Украине, их все устраивало, и они не просили россиян приходить, разрушать их город и ломать их жизни. Мы хотели жить в Украине, мы там и жили. Нас все устраивало. Если это будет Украина, и мне возвращаться некуда и некому, я все равно постараюсь туда вернуться. А если это будет другая республика или Россия это будет, то там однозначно. Даже завтра мне там делать нечего. Спасибо освободителям. Освободили. В общем, пока российская пропаганда утверждает, что война на Донбассе якобы началась ради самих же жителей Донбасса, что Россия Донбассу таким образом помогает, как мы видим, сами жители Донбасса говорят совершенно противоположные вещи. Они говорят, что ничего подобного не хотели. Они не хотели, чтобы Россия вторгалась, приходила к ним, разрушала их города. Они прямым текстом говорят, что Путин их не освобождает, не помогает им, а наоборот, совершает над ними насилие против их воли. Они открыто говорят, что российская армия это не освободитель, а оккупант. И это реальный голос реальных жителей Мариуполя, который вы сами теперь видите. Поэтому давайте, друзья, вот распространять такую информацию. Это очень важно. Помогите распространить, разогнать это видео как можно шире, чтобы все знали и в Украине, и в России, и во всем мире, что на самом деле происходит. Что то, что делается в Мариуполе, то, что делается с его жителями, это вообще никоим образом не соответствует той пропагандистской картинке и тому вранью, которое мы постоянно слышим от российских властей. Поделитесь этим видео и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.